Замбия, находящаяся на юге Африки, является одной из крупнейших стран континента, славящейся своими потрясающими природными ландшафтами, разнообразием флоры и фауны, а также крупной рекой Кафуэ, длина которой составляет 1576 километров. Эта река играет ключевую роль в жизни замбийцев, обеспечивая водой для сельского хозяйства, рыболовства, выработки электроэнергии и преимущественно для питья миллионов людей. Сложившаяся зависимость от качества воды реки Кафуэ значительно повлияла на жизнь населения, однако недавняя активность китайских компаний в этой стране привела к экологической катастрофе. Загрязнение вод реки Кафуэ вынудило замбийцев обращаться к вопросу о негативных последствиях иностранных инвестиций, поскольку здоровье и благосостояние людей, зависящих от этой реки, теперь под угрозой. Давайте подробнее рассмотрим, как экономическая активность Китая в Замбии обернулась серьезными экологическими проблемами и какие последствия это вызвало. На протяжении последних 2 десятилетий Африка привлекает внимание мирового сообщества как богатый ресурсами континент, играющий важную роль в глобальной экономике. Будучи вторым по величине материком, Африка обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая кобальт, марганец, уран и многое другое. Эти ресурсы являются стратегически важными для многих стран, в том числе и для Китая, который стремится расширить свои экономические горизонты и обеспечивать растущий внутренний рынок. В условиях жесткой глобальной конкуренции за ресурсы Китай активно пересматривает свои инвестиционные стратегии, сосредотачиваясь на развивающихся рынках Африки для удовлетворения своих потребностей и обеспечения устойчивого роста. Китайские инвестиции в Африке имеют двусторонние выгоды. С одной стороны, страны Африки получают необходимый капитал для развития своей инфраструктуры, улучшения транспортной сети и создания рабочих мест. С другой стороны, Китай шаг за шагом укрепляет свои экономические отношения с африканскими государствами, получая доступ к критически важным ресурсам, что повышает его влияние на глобальной арене. В 2015 году количество китайских горнодобывающих активов на африканском континенте достигло впечатляющих 120, что подчеркивает масштаб инвестиций и степень интереса Китая к этому региону. Однако такая активность вызывает вопросы о том, как эти инвестиции сказываются на экологии, социальной сфере и может ли это привести к ухудшению условий жизни местного населения. Экономическая политика Китая в отношении Африки также включает в себя создание инвестиционных пакетов, которые предоставляют странам континента кредиты и субсидии на развитие инфраструктуры. Это способствует развитию местной экономики, но иногда ставит правительство перед выбором, как ограничить негативные последствия, вызванные крупными инфраструктурными проектами. В условиях быстро меняющегося глобального рынка особое внимание также уделяется влиянию китайских инвестиций на другие сферы, такие как здравоохранение, образование и сельское хозяйство, где также зафиксированы наблюдения о растущей зависимости африканских стран от китайских компаний. Одним из наиболее показательных примеров китайских инвестиций в Африке является активная работа
в Демократической Республике Конго, где китайские компании занимают ключевую позицию в добыче кобальта. Это стратегически важный металл, который становится все более необходимым для глобальной экономики, особенно с ростом популярности электромобилей и мобильных технологий. Инвестиции Китая в добычу кобальта в этой стране не только способствуют развитию местной экономики, но и представляют собой шаг к обеспечению устойчивых поставок ресурсов для Китая. Другим важным проектом является реализация литиевого проекта стоимостью $270 миллионов в Зимбабве. Литий является критически важным компонентом для производства аккумуляторов, и его спрос резко возрос в последние годы благодаря растущей популярности электромобилей и устойчивому развитию технологий. Этот проект может стать не только источником дохода для Зимбабве, но и важным шагом навстречу современным технологиям и экологии. В Намибии китайская компания создала урановый рудник Хусаб, который стал одним из крупнейших в стране и значительным источником урана для международного рынка. Этот проект подчеркивает усилия Китая по обеспечению своих энергетических потребностей и получения доступа к стратегическим ресурсам, которые будут использоваться в различных отраслях, включая атомную энергетику. Однако такие проекты также поднимают вопросы о последствиях, которые они могут иметь для местных сообществ и окружающей среды, вызывая социальные дебаты о необходимости соблюдения строгих норм безопасности и защиты экологии. Таким образом, китайские проекты в Африке не просто служат средством достижения экономических целей, но и ставят перед обществом сложные вопросы о балансе между развитием и защитой окружающей среды, о том, как континент может использовать чужие инвестиции для своего роста, сохраняя при этом природные ресурсы для будущих поколений. Однако, как часто бывает, активные экономические интересы могут столкнуться с серьезными экологическими последствиями. В Замбии китайская компания Sinometz, занимающаяся гидрометаллургией меди, внесла значительный вклад в формирование отечественной экономики, но в то же время ее деятельность обернулась серьезными рисками для окружающей среды. В 2025 году произошло ужасное событие. Сбой в работе защитной конструкции привел к утечке 50 миллионов литров кислоты в реку Кафуэ, что стало настоящей экологической катастрофой. Это событие вызвало не только массовую гибель рыб и птиц, но также сильное загрязнение вод, используемых для питья и орошения, что ставит под угрозу здоровую жизнь миллионов жителей Замбии. Сложившаяся ситуация поднимает различные вопросы о недостатках контроля за деятельностью иностранных компаний и о том, насколько сильно они могут воздействовать на природу без надлежащих мер предосторожности. Загрязнение реки Кафуэ не осталось без последствия для Замбии. Оно привело к серьезному водному кризису, который затронул огромное количество людей. В городе Китве, одном из крупнейших городов страны, было отключено водоснабжение, что создало серьезные препятствия для жизни местного населения. Люди остались без доступа к чистой воде, что вызывает массовые проблемы со здоровьем и может создавать условия для распространения инфекционных заболеваний. Но и это не все. Значительная часть урожая вдоль берегов реки была уничтожена, что в условиях уже высокой зависимости от сельского хозяйства
привело к экономическим убыткам, которые только усугубили ситуацию. Несмотря на попытки правительства Замбии нейтрализовать кислоту, последствия остаются серьезными. Исследования показывают, что 75% воды в домашних хозяйствах Замбии заражено кишечной палочкой, что вызывает большие опасения по поводу здоровья народонаселения и поддержания нормального уровня жизни. Замбия на протяжении многих лет сталкивается с серьезными вызовами, и дело не ограничивается лишь недавней экологической катастрофой. Страна еще не успела восстановиться после вспышек холеры и засух, которые оставили глубокие следы на ее экономике и здоровье населения. Согласно данным, в 2019 году 2,3 миллиона человек находились на грани голода, что подчеркивает хрупкость продовольственной безопасности в стране. В 2024 году очередная засуха привела к уничтожению половины посевов кукурузы, что стало финальной каплей для многих семей и привело к тому, что люди остались без средств к существованию. В условиях, когда ощущается нехватка ресурсов, остро встает вопрос о том, как справляться с последствиями экологического кризиса в стране. Граждане сталкиваются с необходимостью поиска альтернативных источников воды и продовольствия, что создает дополнительные сложности для выживания в такой сложной ситуации. Однако проблемы Замбии не ограничиваются лишь экологическими и продовольственными вызовами. Безопасность на шахтах также вызывает большую озабоченность. Китайские медные рудники, работающие на территории страны, часто игнорируют правила безопасности, что подвергает работников опасности. Ситуация стала еще более тревожной после катастрофы на руднике Синомец, где утечка кислоты привела к серьезным последствиям. На другой шахте произошла авария, в результате которой один из шахтеров погиб, упав в кислоту. Это стало очередным тревожным знаком о том, что управлять рабочими условиями и обеспечивать безопасность работников необходимо более строго. Вместо того, чтобы сосредоточиться на устойчивом развитии, внимание уделяется прибыли в краткосрочной перспективе, что делает ситуацию еще более опасной для здоровья и безопасности населения. Ситуация с китайской деятельностью в Замбии находит свои отражения и в других странах Африки. Например, в Нигере китайские золотые рудники столкнулись с принудительным закрытием после массовых сообщений о гибели животных, что стало причиной народного недовольства. Местные жители, занятые в скотоводстве, обвинили шахты в нарушении экосистемы, выпуская химические отходы, которые пагубно влияют как на природу, так и на жизнь людей. Закрытие шахт стало небольшим облегчением для местных жителей, которые страдали от последствий экологического загрязнения. Президентские власти сталкиваются с давлением из общества по поводу необходимости проводить более строгую политику в отношении охраны окружающей среды и контролировать деятельность иностранных инвесторов. В Мали, одной из наиболее беднейших стран, существует большое количество нелегальных шахт, которые также негативно сказываются на экологии и здоровье населения. В 2025 году происшествие на одной из таких шахт унесло жизни 48 человек, что стало поводом для обсуждения среди местных властей необходимости введения более строгих мер по контролю за работой малых предприятий. Несмотря на запрет выдачи разрешений на кустарную добычу, нелегальные шахты по-прежнему действуют,
поскольку они предоставляют рабочие места и источники дохода для местного населения в условиях экономической нестабильности. Это создает серьезные сложности для правительства, которое стремится найти баланс между экономическими интересами и охраной окружающей среды. Несмотря на усилия правительств африканских стран по остановке нелегальных шахт и улучшению экологической ситуации, будущее остается неясным. В некоторых странах было принято решение о запрете выдачи разрешений иностранным компаниям, но это не всегда приводит к желаемым результатам, потому что нелегальные шахты продолжают работать, обеспечивая рабочие места для многих. Иностранные компании, в том числе китайские, видят в Африке труднодоступные ресурсы и стремятся минимизировать свои затраты, игнорируя тем самым правила и нормы, что создает новые вызовы для защиты здоровья населения и экологии. Отсутствие возможности остановить деятельность китайских компаний и нелегальную добычу поднимает сложные вопросы для местных правительств, которые должны стремиться к развитию, не нанося вреда окружающей среде. В заключение, экологические катастрофы, вызванные деятельностью иностранных компаний, наглядно демонстрируют важность нахождения баланса между экономическим развитием и охраной окружающей среды. Замбия представляет собой яркий пример того, как действия, направленные на экономический рост, могут иметь разрушительные последствия для экосистемы и здоровья населения. Вопросы управления ресурсами и экологической устойчивости важны не только для Замбии, но и для всего африканского континента, на котором происходит множество аналогичных ситуаций. Принятие решений, учитывающих интересы и права местных жителей, становится критически важным для обеспечения устойчивого будущего для следующих поколений. Необходимо принять меры для устранения социально-экономических последствий, вызванных загрязнением окружающей среды, и разработать политики, направленные на защиту как экологии, так и благосостояния африканских стран.